Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа в Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Сагынбаева Розбакова написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке. Затем я перевел это свое произведение на русский язык, и оба этих варианта выступил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. В настоящее время я работаю над второй частью трилогии эпоса «Семитеем». Мною сейчас написан первый том данного романа «Семитей». Сейчас я работаю над вторым томом. Кто хочет приобрести мои произведения на кыргызском и русском языке, роман «Манас», могут купить их на указанном сайте. А сейчас я, с вашего позволения, продолжу чтение своего романа. После этого Манас обошел Джеркен, начало Чичкана, Карлы и осмотрел землю Тулуса. Через 7 дней, достигнув окрестности Чанача и Кендика, Манас спустился в долину. Там он пострелил 7 оленей и 3 архаров. Затем, обойдя гору Улар, богатырь перевалил хребты Алтыгана, Кельделика и добрался до местности Баянды, где проживали кыргызы из народа Кукутоя. Никто из них раньше не видел отважного богатыря. Из-за этого между Манасом и местным населением возникло небольшое недоразумение. Все началось так. Когда Манас прибыл в Баянды, то увидел, что в широкой степи, покрытой густорастущей зеленой травой, пасутся десятки овец. «Кто здесь живет?» – вопросительно посмотрел он на воинов. Никто не знал этого. Поэтому Манас вместе с товарищами спустился вниз, где пас овец маленький мальчик, лет 10-11, в старом белом колпаке. Одет он был в короткий черный чапан с длинными рукавами. Ноги мальчика были обуты в изношенные старые черные сапоги, а в руках он держал длинную палку, чтобы погонять овец. «Монду пайна!» — по-калмакски приветствовал его богатырь. Вместо того, чтобы ответить на приветствие, худощавый, кудрявый, рыжий пастушок рассердился. «Эй, ты почему так здороваешься со мной?» — набросился он на Манаса. «Вы, наверное, все так здороваетесь?» — ответил немного опешивший богатырь. «Нет», — отрицательно покачал головой мальчик. «Мы бросили этот язык и больше не произносим Монду пайна. Эх, если бы у меня хватило сил, я бы всех вас наказал». «Почему?» – удивился Манас. «Мы начали новую традицию, так как только недавно узнали, что мы из рода Алашей». Услышав ответ мальчика, богатырь невольно рассмеялся и решил поздороваться на китайском языке. «Кома, как дела, сынок?» – произнес Манас. «Дядя, не говори этих слов». «Что же нам тогда говорить?» – растерянно посмотрел Манас на мальчика. «Как нам с тобой здороваться? К нам сейчас из Алтая в Ташкент прибыло очень много родственников. Когда отец пошел к ним, их духовный наставник Абу-Насир при встрече сказал какое-то другое приветствие. Я забыл его». Манас ласково посмотрел на него. «А что сказал твой отец про родственников, прибывших из Алтая? Они хорошие или плохие?» «Разве вы сами об этом не знаете?» – подозрительно спросил мальчик. «Нет, не знаем». «Как вы можете об этом не знать, будучи местными? И вообще, кто вы такие?» Еще больше насторожился мальчик. «Я расскажу о себе.
примирительно произнес Манас. Мы из рода Баймырзы. Когда прибыли родственники из Алтая, мы были на охоте, и только теперь возвращаемся домой. Поэтому расскажи нам о новых родственниках. Что рассказал отец о Манасе? Чтобы ответить на эти вопросы, мальчик прямо посмотрел на богатыря. От его сурового вида он испуганно свалился с лошади, стал звать отца. «Сынок, что с тобой случилось?» – обеспокоенно спросил Манас. «У тебя ресницы широкие, а глаза острые. Выглядишь ты очень грозно и сурово. Если ты путник, продолжай свою дорогу. Ежели грабитель, то забирай овец. Но я не буду разговаривать с человеком, у которого оба глаза горят», – ответил мальчик и от страха громко заревел. Манас и его воины начали успокаивать мальчика. Только он начал проходить себя, как и расположенный внизу горной долины, послышался громкий шум. «Что это за крики?» – удивленно спросил богатырь. Как стало потом известно, это был отряд китайских воинов во главе богатырем Кайту. Они прибыли на разведку в Ташкент по приказу Аллахе, чтобы разузнать о Манасе. А если подвернется случай, то убить или пленить его. Высокого роста, широкоплечий, тонконосый, рыжий Кайту – один из самых знаменитых богатырей Аллахе. Узнав, что пришедший из Алтая кыргыз освобождает земли предков, он не на шутку разозлился. Богатырь с нетерпением ожидал, когда же Аллахе отправит его в поход против непрошенных гостей. Его мечты сбылись. В один из дней он получил вызов во дворец. Калмак одел лучшую одежду. Вскочив на резвого скакуна, он без промедления прибыл к хану. «Срочно отправляйся со своим отрядом в Ташкент», – приказал ему Аллахе, хмуро взглянув синими глазами, покрасневшими от бессонных ночей. Алтаец Манас одолел Пануса и разгромил Акунбишима. А в Ташкенте местные казахи и кыргызы преподнесли нам неприятный сюрприз. «Что они сделали?» – вопросительно посмотрел на хана Кайту. «О чем вы говорите?» Буруты, посчитав себя родственниками, присоединились к войскам Манаса и с главарем Кокотоем решили сражаться с нами до конца. «Негодяи, подлецы!» – заскрежетал зубами и крепко выругался Кайту. «Они столько лет жили рядом и в самый трудный момент предали нас». «Ты прав», – печально покачал головой Аллахе. «Мы считали, что сломили и полностью покорили их. Оказывается, Аллахи ничего не забыли и только ждали удобного момента, чтобы атаковать нас». Согласен с вами. Совершенно ясно, что в настоящего времени Буруты замышляли против нас подлость и прятали камень за пазухой. Много лет тому назад монах Иран Кудук сказал, что у Бурутов родится богатырь Манас, который полностью разгромит нас и завоюет Бежин. Мы страшно переполошились и очень искали, но не сумели его найти. Теперь расхлебываем последствия этой неудачи. Не переживайте так горько по этому поводу, мой хан, стал утешать Аллахе Кайту. Мы ничем не хуже Манаса. Если я не сумею одолеть какого-то бродячего Бурута, то переиначу свое имя. Я обязательно разобью его, горделиво произнес Калмак. «Молодец, богатырь», – остался доволен Аллахе. «В таком случае возьми 1000 воинов и поезжай на разведку в Ташкент, разузнать обстановку и выяснить, жив ли Панус». «Слушаюсь, мой повелитель. Я разгромлю возгордившихся
прибывших из Алтая малочисленных кыргызов, отправлю их на тот свет и пригоню всех лошадей к Кукутою. Алоке очень понравились слова Кайту. В добрый путь, удачи тебе, благословил богатыря хан. Выполняя поручение повелителя, одев боевую одежду, привязав к золотому черному поясу острые меч, взяв в руки длинное копье, Кайту сразу отправился в путь. После нескольких дней похода он, не заметив, что Манас находится в горах, прибыл в Баянды. Забравшись на вершину высокой горы, Калмак увидел, что внизу в долине пасутся 7000 лошадей. Их охраняли только конюхи. Поняв, что нет никого, кто может оказать им сопротивление, Кайту криво усмехнулся. Бог дал нам удачу, обратился он к воинам. Перед нами без вооруженной охраны пасутся бесчисленные табуны Кукутоя. Угоним их, завладеем богатой добычей. Вперед, джигиты! Калмаки ударили в барабаны. Пугая лошадей, громко крича, они набросились на них. И именно этот шум услышали пастушок и разговаривающий с ним Манас. Оценив ситуацию, Лев Манас с товарищами бросился на перерез отряду калмаков. Догадавшись, что оказавшийся перед ним Кайту начальник отряда, Манас притянул поводья коня. «Кто ты такой, что нападаешь на наши табуны?» — сердито спросил он. «Я человек с города Ара, богатырь Кайту», — громко крикнул в ответ калмак. «С какой целью ты пришел? Кого ищешь?» «Я ищу вас, буруты», — злобно ответил Кайту. «Моя цель — полностью истребить вас. Что мы тебе сделали плохого? Вас покарал Бог и лишил разума. Вам показалось мало того, что вы обитаете на Ичаирчике и ведете привольную жизнь. Объявили себя родственниками степных кыргызов, выступили против хана Пануса и сопротивляетесь нам. Но никогда не будет так, как вы думаете. Вы никогда не сможете одолеть нас. Я вас всех крепко проучу», — бешено заорал Кайту. Его воины, как и он, пренебрежительно отнеслись к отряду Манаса. Разделившись по приказу Кайту на 36 частей, показываясь то там, то сям, калмаки стали угонять лошадей. Если одни из них, взяв в руки малахая, громко орали, то другие гнали лошадей, держа в руках тюбетейки и пришпоривая коней. Вокруг было полным-полно калмаков, бивших барабаны и стрелявших из ружей, бросая свои кличи. Как будто только они богатыри, считая себя пупом земли, калмаки с громкими криками стали угонять лошадей. Сельчане не смогли оказать грабителям никакого сопротивления. В Аиле осталось очень мало мужчин, так как многие из них уехали в Ташкент, чтобы познакомиться с новыми родственниками. Кайту ураганом пронесся по Аилу, наводя на всех ужас. Охранявшие табуны конюхи сразу лишили своих лошадей, и с места они не смогли двинуться. Калмаки не оставляли ни одного коня и угоняли всех. Малые дети, женщины, старики не в силах догнать их, только громким плачем выражали свои скорбь и негодование. Манас, разгневанный плачевным состоянием сельчан, бросился на помощь и стал убивать калмаков. От этого Кайту пришел неописуемую ярость. «Кто вы такие, Чанту, что осмеливаетесь поднимать на моих воинов руку?» — заревел он вне себя от гнева. «Если живьем не содру с вас шкуру, не будь я Кайту». Калмака покарал Бог. Не зная, кто такой Манас, возгордившийся Кайту внезапно бросился на кыргыза и ударил копьем. Манас отбил атаку и сам атаковал Кайту.
Халмак закружился, как тюбетейка, и слетел с лошади. Копье кыргыза, пробив его грудь, выскочило сзади. Надменный Кайту сразу испустил дух. Доблестный монах, торжествующе крикнув, подскакал к еще одному богатырю Халмаку, Суолон Башу Данаев, и отправил его вслед за Кайту на тот свет. Увидев гибель военачальников, калмаки упали духом. Не в состоянии оказать сопротивление, они ударились в бега. Как бы им было не убегать? Когда кыргызы начали, как овец, убивать оказывающих сопротивление, калмаки, не оглядываясь по сторонам, стали удирать со всех ног. От тысячного отряда Кайту живых остались 13 воинов, 330 получили ранения, а остальные отправились на тот свет. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.